привет, мы группа «Плохо», и это шоу «Поставь мою пластинку». Первой пластинкой, наверное, я бы рассказал о Radiohead Rainbows. Не скажу, что это любимый альбом на свете, но из пластинок Radiohead он повлиял на меня больше всего, я думаю. Да, этот альбом как-то вот сделал для меня Radiohead какой-то, не знаю, родной группой, скажем так. То есть он отслоил от меня Paranoid Android и Creep и так далее, и поставил в то же время точку, потому что все, что было после этого альбома, я уже не смог воспринять. Следующий альбом, я просто не смог пройти мимо него, это Nirvana Unplugged. Тот самый Unplugged на MTV. У меня с этим связано очень яркое воспоминание. Я в средней школе пришел домой и провел как-то день. И ночью мне позвонил на домашний телефон, если кто-то помнит, что это такое. На домашний телефон мне позвонил одноклассник и сказал: срочно беги, включай телевизор. Я прибежал на кухню, у нас там стоял такой маленький телевизор. Я его включил, и там шел Unplugged Нирваны. Я никогда этого не забуду, наверное. А еще из этого альбома я узнал песню «The Man Who Sold the World». И долго думал, что это песня Нирваны. Еще отсюда «Where Did You Sleep Last Night». Это такой плантационный фолк. Бо Дидли, по-моему, исполнял ее впервые. Вот я ее узнал из этого альбома. Одна из пластинок, которую я взял, это альбом группы Police. Это одна из групп, которая внесли какой-то большой вклад в мою личную наслушанность и вот, собственно, мое становление как музыканта, можно сказать. Эта группа достаточно известная. Это, собственно, группа, где Стинг начал, собственно, уже выступать в роли полноценного, мощного сонграйтера. И группа музыкальная лежит где-то между попом, постпанком и панком. И я бы однозначно рекомендовал послушать ее всем, кто просто любит музыку или кто-то интересуется, в принципе, нью-вейвом, постпанком. Мне кажется, однозначно стоит заценить. Следующая пластинка – это пластинка Public Image Limited. Это коллектив, собранный Джонни Роттеном после распада Sex Pistols. Это, так скажем, тоже такой странноватый экспериментальный постпанк. Тоже могу очень рекомендовать послушать тем, кто хочет послушать что-то, так скажем, странноватого выражения нью-вейва и постпанка. Вот, значит, могу рекомендовать. Посмотрите вот на этот взгляд, этот полный наглости и презрения. Вот, да, и в этом вот весь его характер. И однозначно это выражается в музыке тоже. Это Битлы. Я вообще не знал, чем заниматься в жизни и не видел смысла. Но когда я слушал Майкла Джексона, танцевал мелкий, но все равно не понимал. Становиться танцором в Ярославле, типа, это такое. Но когда мне папа поставил Битлз, песню нет. Тут ее нет, наверное. Короче, я понял, чем я хочу заниматься в жизни. Обрел смысл, и забил на все остальное. Битлз.
Я вот остановился в прошлый раз на Nirvana Unplugged и на треке Бо Дидли, ну, по крайней мере, его исполнял Бо Дидли. Я люблю Delta Blues. И здесь то, что смог найти, это... Вообще искал Лил Уолтера, но нашел Мадди Уотерса. Величайший человек. Очень сильно меня повлиял, в принципе, Delta Blues. И его новое дыхание, которое вот отображено там в фильме Cadillac Records, например. Обожаю. Просто обожаю. И здесь как раз, я так понимаю, что это какой-то сборник. Это лайв, это лайв. И здесь собраны все основные треки, там, Hoochie Coochie Man и так далее, там, I've Got My Mojo. Слушайте Delta Blues, стремитесь к корням, какие бы они у вас ни были. Знаете их. И следующий альбом, на самом деле, я взял просто так. Я не могу сказать, что это мой любимый альбом, это не моя любимая группа, но это величайший альбом, это Alphaville. Тот самый альбом, на котором Big in Japan и Forever Young. Если вы где-нибудь увидите этот альбом, и у вас есть деньги, купите его, послушайте. Наверняка вы удивитесь, насколько сильно вы любите эти песни. Следующий альбом, который покажу, это альбом группы Killing Joke. Опять же, продолжаем двигаться по постпанку. Это группа, которая играет его такой, так скажем, утяжеленный вариант, насыщенный экспериментами. Если мне, допустим, хочется послушать что-то такого, скажем, из утяжеленного постпанка, я обращаюсь к группе Killing Joke. Собственно, группа, где вот весь звук строится на таких мощных рифах, мощных гитарах. И, в общем, достойное упоминание однозначно. Следующий коллектив, который я хочу показать, ну, так скажем, не коллектив, а проект, это Skinny Puppy. Чем интересна группа? Группа является одними из отцов индастриала. Она никогда не добивалась коммерческого успеха, и всю историю оставалась нишевой группой и остается по сей день. Но чем она интересна? Это группа, которая максимально повлияла на Трента Резнора, который потом создал группу Nine Inch Nails. Трент Резнор взял у них сценический имидж, взял звук, взял массу идей и просто довел это уже до такого, более, скажем, массового слушателя. И Skinny Puppy об этом знают, и есть, они даже выпустили однажды ироничный клип, в котором такая кукольная свинка раздавливает куколку в виде Трента Резнора. Собственно, вот как дань уважения просто хотел отметить эту группу. Kraftwerk с альбомом «Компьютерный мир», в котором мы сейчас находимся. Более мелодичный для меня. Такой, короче, все мелодии здесь кайфовые. Когда мы заезжаем в Германию, я всегда ставлю Kraftwerk, «Компьютерный мир». И, кстати, хочу упомянуть, если вы будете смотреть наверняка это видео на компьютере. Locket Club. Эту пластинку я не слышал, но знаю, что над ней работал мой земляк из Ярославля. Жалко, что погиб. А что это? Locket Club. Из Крем-соды, чувак. Это такой лофайный хаус, если не ошибаюсь. Ярославцы все красавцы. Ярославль, вот так вот. Окей, здесь сектор приз. Мы разыгрываем пластинку. Это наш последний альбом, крайний. Альбом «Почва». Клянись, ты уверен.
который вышел буквально недавно, 30 августа. Мы ее разыграем за ответ на вопрос. И, внимание, вопрос. Если честно, мы сами с трудом вспомнили на него ответ, поэтому постарайтесь. Какой был самый первый кавер, который записала группа «Плохо»? То есть мы на группу, я подскажу, это группа из России, и это не группа кино. Угадываете?